Они смотрят на Землю сверху, а после раскрытия вместо неба над собой разглядывают разноцветный купол. И приземляются в четко рассчитанное место, чтобы снова отправиться во взлет. Это особое братья, люди, объединенные одним желанием – парить в небе. Они экономят на модной одежде, однако покупают новый дорогой шлем, измеряют количество денег в прыжках. Они знают, что погода плохая, но все равно мчатся на далекий аэродром. Парашютисты, увлеченные небом и воздушным потоком, отмечают свой день. А самый главный день – это 26 июля. Вот, в этот праздник, в этот день парашютисты собираются, отмечают этот день, и прыжками в том числе, ну и не только. 26 июля 1930 года впервые советские парашютисты совершили массовый выход в небо. Вероятно, это был экспериментальный прыжок, ведь День десантника отмечают 2 августа. Этот день пока не утвержден законодательно, но всемирно известен и широко празднуется среди парашютистов. Каждый день, когда мы прыгаем, день парашютиста. Вот сегодня день парашютиста должен состояться, но вот не знаю, по погоде будет, нет, поэтому так вот мило разговариваем, потому что пока погода не очень. Сейчас, как только погода наладится, быстренько все рассочатся, запишутся во взлет, и уже начнется здесь такая вот авиационная деятельность. Парашютный спорт исторически связан с космонавтикой, а парашютисты, как и космонавты, одна команда. Кандидаты на полет приходили и приходят в отряд космонавтов из летчиков и парашютистов. Космос и небо покоряются смелым. Когда страшно и когда как бы чувствуешь ты холодок определенный, все-таки лететь со скоростью к Земле и думаешь о том, сработает парашют или не сработает и так далее. То есть в условиях стресса это очень важно. Космонавт Валерий Курзун прошел крещение небом перед своим первым полетом. Сейчас помогает новобранцам преодолевать страх, действовать правильно и решительно в стрессовых ситуациях. Уверен, именно в парашютных прыжках куется экипаж. Взаимопомощь и умение активно работать, например. Сачка видно сразу здесь на парашютной подготовке. Если он сачкует здесь, то пусть 90% корреляция, он будет таким же сачком и в космосе. Сегодня все кандидаты на космический полет проходят испытания небом. Сделать шаг за борт самолета, преодолеть страх, суметь управлять своим телом. Это один из этапов космической подготовки. Затяжные прыжки, свободное падение и управление спортивным крылом. Каждый космонавт должен породниться с небом. Чем ценна парашютная подготовка для космонавта именно? Потому что вот самые важные ее возможности, качества – это реальное ощущение риска и при этом полная автономность. Никто ему уже не поможет. О необходимости парашютной подготовки стало ясно с самого начала космической эры. Первые русские покорители космоса возвращались из полета на парашютах. На высоте в 7 километров катапультировались из космического аппарата, а на 4 оказывались под куполом парашюта. Парашют и сейчас возвращает экипажи из космоса, осторожно неся под собой спускаемый аппарат. Конечно, в такой связке этим аэродинамическим средством приземления управлять невозможно, но все же огромной площади тормозной парашют бережно опускает аппарат на землю. Приготовились. Пошел! Специальная парашютная подготовка – школа смоделированного стресса, которая заставляет человека расти над собой. Космонавт проверяется на физическую и психологическую устойчивость. 60 секунд свободного падения. Либо решать карточку с математическим заданием, либо выполнять сближения и подходы. Задание на прыжок всегда разное. Высота 4000. Попробую я решить космическую карточку. ЧКТ-32. Черная, красная таблица. Снимаю. Отделяюсь легко на потом. Когда в небе несколько человек, это уже экипаж, который должен безопасно выполнить работу. Элементы групповой акробатики для космонавтов обязательны. Подход к человеку в небе почти как стыковка космических аппаратов. Разнообразие куполов в небе, и каждый здесь находит что-то свое. Летать, рассчитывая работу под куполом, или же со скоростью спортивного болида передвигаться в потоке. Небо огромное и бескрайнее для творческих людей. 16 опять. Но это хорошо, я прошел в блин. Это для меня большой прогресс.
Сергей Андреев потерял ногу в 85-м в результате ранения в Афганистане. Тогда за спиной десантника было всего 26 прыжков. Сегодня почти 1500. Это все. Небо – это все. Оно лечит. Он все начал заново. Теперь крутит сальто в небе, выполняет элементы групповой акробатики, где и руки, и ноги – рули. Только у него руль деревянный, не совсем послушный. Протез – это дополнительный и неконтролируемый, часто неконтролируемый руль, который приделан человеку, парашютисту. Если нормальный человек посылает сигнал своим конечностям, и от них же приходит обратный сигнал, как себя конечности чувствуют, что они там чувствуют, то протез – это железка или деревяшка, с которой отсутствует вот эта вот связь. Сейчас на горизонте у спортсменов с ограниченными возможностями новая мечта – выступить на открытии Паралимпийских игр в Сочи. Лучший пример всем, кто стремится побеждать, несмотря ни на что. А это просто стремление нормально жить. Человек хочет жить счастливо. Вот здесь я счастлив. У всех троих выход на базу был нормальный. Высота 100 метров примерно. Разбор полетов, а точнее захода на цель. С земли видны ошибки, исправлять их надо уже через 20 минут в следующем прыжке. Молодежная сборная России по классическому парашютизму. На чемпионате мира весь пьедестал был русским. Здесь куется новое золото. Вообще мы стремимся к идеалу, да? Идеальный заход – это чем меньше работаем куполом, тем он нас точнее несет в цель. Вот. Но для того, чтобы им меньше работать, надо предугадывать, вот, что он сейчас совершит. Самый милый для ушей спортсменов звук, тот самый – попадание в ноль. Пяткой спортсмен попал в центр 2-сантиметрового круга. Эту метку с 2-копеечную монету не разглядишь совсем, а они точно приходят в цель. Наша задача попасть одной ногой в центр датчика, да, центр которого 2 сантиметра, и вторая нога при этом должна быть немножко приподнята, вот как мы видим сейчас делает этот спортсмен. Поэтому вполне достаточно на тренировочных прыжках одевать одну рабочую обувь, а вторую произвольную, как я, собственно, и делаю. Это уже спортивный фокус, фишка классиков. Зачастую спортсмены покупают одну пару обуви на двоих. Левша забирает левую кроссовку, правша – правую. А нога мне понравилась твоя. Уже у нее немножко не такая она прямая была, она у тебя была полусогнута. Да, полусогнута. И с доворотиком она уже пришла туда, куда надо. Ну вот так вот пока работаем, да. Вот так вот. Тренера нужно слушать. Парашют – как аэродинамическая машина. С ним человек приобретает новые возможности. Умение управлять парашютом вносит новое качество жизни. Как и купол при раскрытии наполняется воздухом, так и человек под куполом начинает дышать полной грудью.